Черноморский флот теряет корабли. Россия для русских становится государственной программой, а смертная казнь никогда и не была запрещена в РФ. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Реестр убытков от российской агрессии. Можно ли заставить Россию платить? Но проблема в том, что подобного рода механизмов его в истории, по сути, не существовало. Если есть человек, значит статья найдется. Эти и другие решения Басманного суда Москвы. Министр иностранных дел Украины на уличном английском попросил передать ПВО. Дайте нам проклятое Патриот. Если бы у нас было достаточно систем противовоздушной обороны, а именно Патриот, мы бы смогли защитить не только жизни наших людей, но и нашу экономику от уничтожения. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наш канал. Все это позволяет YouTube понять, что это видео можно показывать большему количеству людей. Поехали. Вооруженные силы Украины поразили еще один российский корабль, на этот раз десантный Константин Ольшанский, который Россия украла у Украины во время оккупации Крыма в 2014 году. Стоит отметить, что к двум большим десантным кораблям, Азов и Ямал, можно, в принципе, уже приплюсовывать тот же Иван Хурс, который получил повреждение кормового оборудования разведывательного, и, соответственно, выполнение задач по профилю теперь им под вопросом. Точнее, выполнять он их в ближайшее время не сможет. Вот. Но, как оказалось, это не все. Тут детективная история развернулась вокруг большого десантного корабля «Константин Ольшанский». Напоминаю, это украинский большой десантный корабль, который в 2014 году, 10 лет назад, был захвачен российскими оккупантами. 9 лет он стоял в бухте Севастопольской, его разбирали на запчасти, просто банально грабили. А на 10-й год войны они поняли, что заканчиваются у них большие десантные корабли этого проекта 775-го, и было принято решение его восстановить. Восстановили. А теперь Россия развертывает комплексы «Бастион» в Крыму. Об этом пишут местные паблики. Хоть это и противокорабельный комплекс, он использует противокорабельные ракеты «Оникс», эти ракеты могут представлять опасность и для мирных украинских городов. Мораторий на смертную казнь в России под угрозой после теракта в Крокусе. Депутаты Госдумы угрожают его отменить. К примеру, Сергей Миронов предлагает провести референдум. Мы знаем, что есть социология, которая была сделана задолго до этого страшного теракта, до начала специальной военной операции, где 69% наших граждан выступает за возвращение смертной казни, в частности, для педофилов и для террористов и их пособников. Наша партия будет настаивать на проведении 8 сентября этого года, в единый день голосования, референдума общенационального о возвращении смертной казни для этих нелюдей, мерзавцев, которых не должна носить наша планета. А главный по Государственной Думе в принципе говорит о том, что смертную казнь в России никто и не запрещал вовсе. И вообще мало что мешает ее вернуть. В выступлениях руководителя фракции прозвучали предложения о возврате смертной казни. У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда. Учитывая, что сейчас эта тема обсуждается, нам, как законодателям, надо проинформировать своих избирателей, от кого зависит принятие решения. Решение Конституционного суда принято в исполнении международных обязательств перед Советом Европы. Мы с вами вышли из Совета Европы, поэтому эта тема требует обсуждения. В целом все похоже на то, что смертная казнь вернется к широкому использованию скоро в России.
Министр иностранных дел Украины после последних обстрелов призвал западных партнеров увеличить объемы помощи, в частности, противовоздушной обороны. По его цитате для издания «Политика» можно сказать, что Дмитрий Кулеба эмоций особо не сдерживал. Дайте нам проклятое Патриот. Если бы у нас было достаточно систем противовоздушной обороны, а именно Патриот, мы бы смогли защитить не только жизни наших людей, но и нашу экономику от уничтожения. Интервью было записано через час после российской ракетной атаки. Министр отметил, что системы Patriot могли бы улучшить ситуацию на линии фронта, где Россия использует тяжелые авиабомбы. В Федерации тем временем проходят акции толерантности. Какими они могут быть в многонациональной стране? К примеру, в аэропорту Пулково прошла массовая депортация иностранцев. В интернет даже российские пропагандисты себя особо не сдерживают, приписывая эпитеты для мигрантов. А так называемый православный олигарх Константин Малафеев, создатель канала «Царьград», пообещал даже создать фонд борьбы с мигрантами. В целом проблема практически решена, но зачем было тогда упрощать процедуру получения паспортов? Басманный суд Москвы тем временем арестовывает 8-го фигуранта дела о теракте в Крокус-Сити-Холле. Алишера Касимова арестовывают до 22 мая. Как пишет издание «Сота», на вопрос судьи, знает ли Касимов, в чем его обвиняют, он ответил: «Я сдавал квартиру на Авито». В Украине будут считать убытки, которые нанесла Российская Федерация. В Минюсте пообещали создать соответствующий реестр, который будет международным, и уже через неделю в него можно будет подавать документы. Нас ждет старт работы международной комиссии, которая будет присуждать компенсации. Ориентировочно на ее создание уйдет минимум год. Параллельно идут переговоры с партнерами по открытию компенсационного фонда, наполнение которого планируется за счет арестованных активов РФ. Впереди еще очень много работы. Сначала будут принимать заявки от одной категории граждан, а после от 40. Как это будет работать и будет ли работать вообще? Есть ли механизмы, которые могли бы заставить Россию эти убытки покрывать? Мы спросили у кандидата юридических наук Геннадия Дубова. На сегодняшний день таких механизмов нет, и все то, что в том числе вы перечислили, облигации, даже взыскание прибыли с арестованных активов или конфискация, это все на уровне риторики и на уровне проработки моделей возможных и, по сути, споров между странами, а стоит ли в принципе прибегать к такому рода действиям. У нас подписаны уже ряд договоров о том, что называют у нас гарантиях безопасности или о сотрудничестве в сфере безопасности. И там, по сути, в каждом из этих договоров дублируется норма Вильнюсского саммита, где указана примерно такая формулировка, что страны будут искать любые законные способы для того, чтобы там компенсировать, доставить и прочее. Но проблема в том, что подобного рода механизмов его в истории, по сути, не существовало. То есть, если мы говорим про 20 век, то в Первой мировой войне были так называемые контрибуции, потом, или репарации уже впервые слово было применено. И дальше подобного рода решения они проходили только в том случае, если капитулировала страна, которая в последующем платила. То есть она при подписании акта капитуляции, по сути, добровольно соглашалась нести некие издержки, платить компенсации и так далее. То есть и на сегодня подход остается, по сути, таким же, что в конечном итоге страны, которые сегодня удерживают активы Российской Федерации, они должны будут держать их в замороженном состоянии до того момента, пока Российская Федерация добровольно, по сути, не возместит ущерб. Вот, есть ли сегодня условия для такого расчета на добровольность возмещения ущерба? Ну, тут каждый для себя решит сам, но следует сказать, что вот наиболее такой условно-агрессивный акт нормативно-правовой приняла Канада еще летом 2022 года, где в законе канадском соответствующем разрешалось, по сути, конфисковывать активы, которые связаны с государством Российская Федерация.
Но на сегодняшний день, насколько известно, никаких активов, включая самолеты Ан-124, которые в Канаде приземлены и стоят там на приколе в аэропорту, они не конфискованы точно так же, как любые средства там, российских олигархов или российского правительства. Поэтому дискуссия продолжается. Мы не так, чтобы сильно приблизились к решению. То есть действующего механизма нет, но замороженные российские активы теоретически могут стать таким ресурсом, который обеспечит или рычаг давления, или сами выплаты. Санкции стать таким рычагом так и не смогли. Например, Financial Times пишет, что РФ начала поставлять нефть в Северную Корею вопреки всем предостережениям. Эти поставки нефти являются полномасштабной атакой на режим санкций, который сейчас находится на грани краха. Ну, проблема в чем, просто чтобы для понимания всех. Вот мы привыкли мерить подобного рода ситуации вот, мерками национальных правовых систем. То есть, когда существует над участниками правоотношений государство. То есть, если один причинил вред другому, государство в лице суда, в лице исполнительной службы, в лице там, правоохранительных органов, оно привлекает нарушившего что-то к ответственности и принудительно взыскивает соответствующие деньги в компенсацию, если такие деньги есть. Тут в международно-правовом общении нет, над всеми государства не существует. То есть нет, грубо говоря, ничего наднационального, куда бы государство добровольно бы сама не имела возможность там вступать или выходить. Единственный орган такого плана, который чуть-чуть напоминает как бы национальное государство или наднациональное образование над этим всем, это Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Но мы понимаем, что он заблокирован тем, что там Китай и Российская Федерация являются постоянными членами. И пока, по сути, вот решение всех вопросов, которые мы поставили, в том числе в этом разговоре с вами, оно лежит в плоскости учреждения некой новой архитектуры мирового правопорядка. То есть задача такая с 3 звездочками, я бы сказал. Желание надо загадывать аккуратнее. Это когда думаешь о Крымском, а он не падает. В американском Балтиморе упал мост. В него врезалось судно, и мост обвалился. Δεύτερη διέλευση. Στρατηγικό όπλο της πολεμικής αεροπορίας. Και τα απάτσι βλέπουμε ξανά. Επιθετικά ελικόπτερα, αιχμή του δώρατος της αεροπορίας στρατού, της επιθετικής. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, комментариев и репостов, это важно, любая ваша реакция очень важна для нас, для вас и для Ютуба, который показывает это видео большему количеству людей. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.